Ты меня не любишь? Наверное, вам приходилось слышать хотя бы один раз подобную фразу от любимого человека. Не так ли? И вроде подарки дарили, и обнимали, и целовали, а вторая половинка при этом выставляет претензию, что вы ее не любите. Так в чем же подвох? А подвох как раз непосредственно в самом слове «любовь». От глагольном существительным или по-другому комплексном эквиваленте. То есть был процесс «любить», а стал стараниями нашей психики предметом, именем существительным. Но в отличие от других предметов, окружающих нас, любовь не имеет каких-либо физических размеров. Ее нельзя положить в условную тележку или показать ребенку как стул и сказать: смотри, вот это любовь. Поэтому у каждого из нас формируется свое представление, как должна выглядеть любовь. Хочешь большой, но чистой любви? Да кто же и не хочет? Тогда приходи, как стемнеет, на сеновал. Придешь? А че ж не прийти, приду. Только что вы приходите. А то он, сударь, тоже позвал, а после испугался. Она не одна придет, она с кузнецом придет. А зачем нам кузнец? Не, нам кузнец не нужен. Что я, ложь, что ли? У вас одно представление, у вашего партнера другое. И попробуй вот при этом многообразии мнений договориться. Естественно, возникает законный вопрос. А как же все же быть? На самом деле все очень просто. Раз это слово в прошлом было глаголом, то его нужно опять оживить. Перевести из статики в процесс. Как вариант задать своей половинке вопрос: что я должен делать, чтобы ты понимала, что я тебя люблю? И вдруг выяснится, например, что для демонстрации любви ваш партнер всего-навсего ожидает, чтобы вы ему говорили, как вы его любите. Не ожидали? Попробуйте. А чтобы наверняка закрепить достигнутый результат, лучше вместе с любимым человеком сесть, взять по древнему айпаду, в смысле листку бумаги и ручки, расчертить лист на 2 столбца, в левом написать от 3 до 8 пунктов, как вы демонстрируете любовь, а в правом столько же пунктов, как вы ожидаете от другого человека демонстрации его любви. Главное помните, мы из существительных делаем глаголы, поэтому все пункты мы пишем на уровне действий. Делаю вот так, говорю вот это и так далее. Чтобы не искушать зрителя и не навязывать стороннего мнения, я сознательно приведу пример с другим, не менее важным для некоторых комплексным эквивалентом, таким как уважение. Как я демонстрирую уважение? Я прихожу на встречу вовремя. Я не перебиваю собеседника. Я всегда выполняю свое обещание. Как я пойму, что мне демонстрируют уважение? Ко мне на встречу человек всегда приходит вовремя. Не перебивает меня, дает мне закончить мысль. Держит передо мной данное слово. Понятно? Теперь напишите точно такой же список для слова «любовь». Да, и идеальная ситуация будет, когда пункты из левого столбца будут совпадать по смыслу с правым. Это будет свидетельствовать, что вы разобрались в своих хотелках, четко представляете, чего ожидать, в общем, целостная личность. А дальше? А дальше все очень просто. Вы меняетесь со своей половинкой листками бумаги. Внимательно изучайте, что написал ваш партнер. Поздравляю, у вас только что появилось руководство к действию. Теперь это не догадки, а вы реально знаете, какие проявления любви ожидает от вас любимый человечек и как он в свою очередь вам ее демонстрирует. А теперь дело за малым – просто договориться. Я обязуюсь тебе демонстрировать свое проявление любви действиями из твоего списка. Но если я покажу поведение из моего списка, знай, это тоже проявление моей любви к тебе. И в ответ я ожидаю взаимности. Не правда ли все очень просто? Ну а если вдруг у вас возникнут трудности со составлением списка, вы всегда можете обратиться ко мне через бот обратной связи по ссылке в описании. И мы вместе более детально разберем этот комплексный эквивалент. И да, как я уже говорил ранее, помимо слова «любовь» существуют такие схожие слова, как дружба, порядочность, уважение, и так далее. То есть отглагольные существительные, которые не имеют физических параметров, но при этом очень важные для человека. И их как предметы нельзя просто показать другому человеку, чтобы синхронизировать понятия. Из-за этого у нас у каждого свое представление о них. И нам остается только показывать смысл этих слов через набор действий, как с обычными глаголами. Поэтому учитесь понятно доносить смысл своих слов.